В один солнечный осенний день, когда воздух был наполнен ароматом опавших листьев и легким прохладным ветром, в уютном уголке парка. Нескучный сад происходило нечто необычное и волнующее. Там, среди ветвистых старых дубов, раскинувших свои могучие кроны к небу, и пушистых кустов, скрывавших маленькие тайны природы, собралась группа ворон. Крупные, черные, как бездонная ночная тьма, с яркими и острыми глазами, полными хитрости, мудрости и загадочности. В центре их кружка – рыжий котенок, которого судьба словно поставила на границу между жизнью и смертью. Он, испуганный и полностью истощенный, оказался окружен воронами, словно магическим барьером. Они не нападали, не царапали и не клевали, а словно охраняли его или, может быть, ждали подходящего момента, чтобы случилось что-то великое. В этот момент казалось, что вороньи глаза – это окна в древний и мудрый мир, а их поведение – послание, скрытое за слоями времени и тайн природы. На другой стороне поляны, чуть поодаль, стоял человек, молодой фотограф по имени Стас Орлов. Он был настолько погружен в свою работу, что даже не заметил, как его сердце забилось сильнее при виде этой необычной сцены. Он был охотником за кадрами, искателем уникальных моментов, способных тронуть душу, запечатлеть в памяти и вдохновить других. Его камера, висящая на шее, словно часть его самого, была прикована к происходящему, но он не спешил нажимать на кнопку. Он понимал, что сейчас происходит нечто важное, что может навсегда изменить его взгляды на жизнь, на природу и на добро. Он ждал, когда же случится то самое неожиданное чудо, которое он сможет запечатлеть и привести к миру. В его мыслях звучала тихая, спокойная фраза: «Ждать стоит». Ведь иногда самое ценное – это не мгновенные кадры, а моменты ожидания, когда в тишине рождается истинное чудо, способное изменить все. Вороны, несмотря на свою внешнюю хищную репутацию, не напали. И это стало для Стаса сигналом. В их поведении скрыта какая-то особая тайна. Он заметил, что они словно защищают котенка, и его сердце забилось быстрее, наполняясь трепетом. Он наблюдал за каждым движением, за тем, как вороньи глаза сверкают в лучах солнца, как их крылья тихо шевелятся, и как их темные фигуры создают загадочный ореол вокруг этого маленького существа. Он почувствовал, что стал свидетелем чего-то очень важного, и в его душе началась волна восхищения и уважения к этим мудрым птицам, которые проявляли такую заботу и защиту. Он понимал, что это может стать началом новой истории, которая изменит его жизнь и взгляды на мир. Тем временем, чуть поодаль, у самого края этой волшебной поляны стояла пожилая женщина, Анна Петровна Волкова. Она была кормилицей птиц и заботливой хозяйкой этого природного уголка. Каждый ее шаг был наполнен нежностью и заботой, ведь она каждое утро приходила сюда, в этот парк, раскладывала угощения для своих птиц и особенно для этого рыжего котенка. В ее глазах читалась искренняя нежность и глубокая тревога. Она чувствовала, что в этой сцене скрыто нечто большее, чем просто игра природы. В ее сердце сжалось от жалости, ведь она знала, что эти вороны – не обычные птицы, а мудрые стражи этого места, носители древних знаний и секретов. Она мечтала помочь, но понимала, что ее возможности ограничены. Все, что она могла, это надеяться и верить, что добро и любовь все-таки победят. В ее голове звучали мысли: надо было бы помочь. И сердце ее наполнялось сильной тревогой, ведь она знала, что вокруг столько опасностей, и что сейчас самое важное – это сохранить этот хрупкий, но такой ценный момент. И вдруг произошло нечто удивительное. Самый крупный и старший ворон, которого звали Кар. Ворон с шрамом на крыле, словно знак прошедших боев и испытаний,
спрыгнул с ветви и подошел к котенку. Стас заметил, как его сердце сжалось, когда этот внушительный ворон не напал, а наоборот положил перед Рыжиком кусок хлеба. Этот момент был словно волшебный. Тишина, которая заполнила пространство, стала оглушительной, и сердце Стаса забилось еще быстрее. Он забыл о своих желаниях запечатлеть идеальный кадр и вместо этого почувствовал, что стал свидетелем настоящего чудесного события, проявления доброты, мудрости и великодушия природы. Котенок, испуганный, слабый и голодный, начал есть хлеб, подогнанный голодом. А вскоре к нему присоединились другие вороны. Они принесли ему половинку сосиски и скорлупку от грецкого ореха, словно делясь тем, что у них есть. Все происходило так тихо, так трогательно, что у Стаса навернулись слезы. Он осознал, что в этот момент он стал свидетелем чего-то гораздо большего, чем просто фотография. Он понял, что здесь рождается истинное чудо, история о вере, сострадании и мудрости, которая может изменить судьбы. Эта сцена стала началом новой, особенной истории, рассказом о вере в чудо, о дружбе между людьми и птицами, которая способна разрушить стены равнодушия и показать, что добро все-таки существует. Каждое утро, приходя в парк, Анна Петровна раскладывала угощения, разговаривала тихим голосом с котенком, которого назвала Рыжиком, и наблюдала за тем, как вороны становятся все более доверчивыми, как они, словно маленькие стражи, защищают своего нового друга и его хозяйку. Ворон Кар, вожак стаи, проверял безопасность угощений и охранял котенка от опасностей, возникавших по мере их общения. Стас, становясь все более вовлеченным в этот волшебный мир, начал изучать повадки ворон и их взаимодействие с котенком, замечая, как мудро и деликатно они поступают. Он называл вожака Каром и снимал все, что происходило вокруг, понимая, что его фотографии – это не просто кадры, а настоящие истории жизни и мудрости, запечатленные навсегда. Его работы начали привлекать внимание. Публикации в газетах, статьи, рассказы в интернете – все говорило о необычной дружбе и о том, как природа показывает свою мудрость и силу в самых неожиданных местах. Но слава принесла не только радость. Вскоре в парк пришел человек – Игорь Валентинович, владелец крупной сети шиномонтажек. Он был человеком с холодным взглядом и жестким сердцем, привыкшим к власти и безразличию к природе. Он услышал о необычной истории и решил лично разобраться в происходящем. Его помощник ММА, огромный ротвейлер по имени Зевс, стал постоянным гостем в парке, и вскоре ситуация вышла из-под контроля. Холода зимней поры и непогода сделали свое дело. Рыжик начал страдать от холода, а вороны, которые раньше были дружелюбны, теперь становились все более агрессивными и настойчивыми в защите своих новых друзей. Вороны, защищая свой дом и котенка, начали нападать на Зевса и его хозяев. С воздуха и земли, устраивая настоящие атаки, которые поражали своей дерзостью и силой. Эти атаки воронов стали настоящим испытанием для Игоря и его помощников, и их планы захватить котенка или избавиться от ворон провалились. Вороны, как истинные воины, выступили на защиту своих территорий и новых друзей, демонстрируя мощь и единство. Их атаки были настолько неожиданными и сильными, что даже самые смелые помощники Игоря поняли – бороться с этой стаей не просто бессмысленно, а опасно для жизни. Когда ситуация достигла критической точки и котенку грозила серьезная опасность, Анна Петровна, понимая, что ее любимый Рыжик может погибнуть, решилась на рискованный и смелый шаг. В холодную дождливую ночь она вернулась в парк, прихватив переноску и кусочек тунца, чтобы заманить котенка и спрятать его от врагов. Кар, вожак стаи, внимательно наблюдал за ней, его глаза были полны мудрости и понимания. В конце концов, он разрешил котенку войти в переноску, словно
признавая ее право на защиту. Эта ночь стала точкой невозврата. Рыжик был спасен, и Анна Петровна, несмотря на все опасности и риски, унесла его домой в тепло и безопасность, где его никто не сможет обидеть. Этот поступок стал символом силы и веры в добро, ведь даже в самой темной и опасной ситуации есть место для света и надежды. Дом уютный и теплый стал для Рыжика новой жизнью. Он впервые почувствовал, что такое безопасность и забота. Он уснул на руках у Анны Петровны, ощутив тепло ее сердца и мягкость ее рук. Впервые в жизни он почувствовал, что его любят и защищают, и его крохотное сердце наполнилось спокойствием и благодарностью. В этот момент он понял, что настоящая семья – это не только кровные связи, а те люди и существа, которые готовы бороться за тебя и дарить свет даже в самые темные минуты. А Стас, просмотрев свои фотографии, осознал, что его история – это не просто очередной снимок, а глубокий рассказ о сострадании, мудрости и силе человеческого сердца. Он решил написать рассказ, который сможет вдохновить других, напомнить о том, что добро все-таки существует и что иногда оно проявляется в самых неожиданных формах. Его серия фотографий, получившая название «Хранители», стала настоящим символом веры и надежды, а сама история о воронах, котенке и женщине-волшебнице Анне Петровне – городской легендой, которая передавалась из уст в уста и вдохновляла многих. Однако в тени этой трогательной истории, в другом конце города, недалеко от бизнес-центров и жилых кварталов, начал неспешно разворачиваться другой сюжет – темное и опасное. Игорь Валентинович, который не собирался так просто сдаваться, узнал о скандале и разрушении своего бизнеса, и это вызвало в нем сильную ярость. Он нашел воронью стаю на крыше дома Анны Петровны, и их вожак Кар с его холодным и проницательным взглядом стал для Игоря символом сопротивления. Игорь начал разрабатывать план мести, который был очень изощренным и опасным. Он хотел отнять у Анны Петровны котенка и заставить ее страдать, а также нанести урон стае воронов, их мудрости и силе. Он надеялся, что таким образом он восстановит свою власть и справедливость по-своему. Вскоре он начал использовать своих помощников и ресурсов для реализации своих планов, и ситуация стала все более напряженной. Вороны, чувствующие угрозу, начали реагировать. Они атаковали машину Игоря, разбили ее, создавали хаос и страх в его рядах. Вороны, словно исполненные решимости и силы, напали на его помощников, заставляя их бежать и прятаться. Кар, вожак стаи, руководил атаками, демонстрируя свою силу и мудрость и показывая, что даже в самых сложных ситуациях добро и мудрость побеждают зло. Когда все достигло кульминационной точки и котенку грозила смерть или тяжелое ранение, Анна Петровна, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, решила пойти на риск и сделать все возможное, чтобы защитить Рыжика. В холодную ночь, под проливным дождем и сильным ветром, она вернулась в парк, прихватив с собой переноску и кусочек тунца, чтобы заманить и спрятать котенка от врагов. Кар, вожак стаи, внимательно следил за ней. Его глаза, это зеркало знания и мудрости, были полны понимания. В конце концов, он разрешил котенку войти в переноску, будто признавая право этого маленького существу на защиту и безопасность. Эта ночь стала переломным моментом. Рыжик был спасен, и Анна Петровна, несмотря на все опасности, унесла его домой, где его ждала тепло и забота. Она понимала, что ее поступок – это не просто спасение, а акт любви и веры в добро, которое всегда побеждает зло, даже самое темное. Дом, уютный и теплый, стал для Рыжика новым домом, местом, где он почувствовал себя в безопасности, где его любили и берегли.
Он впервые в жизни почувствовал, что его любят безусловно, и его сердце наполнилось благодарностью и спокойствием. Он уснул на руках у Анны Петровны, чувствуя тепло ее сердца и мягкость ее рук, понимая, что нашел свою настоящую семью. А Стас, просматривая свои фотографии, понял, что его история – это не просто набор кадров, а настоящее послание миру о силе сострадания и мудрости, о том, что добро всегда побеждает зло, и что даже в самых темных уголках есть место для света. Он решил написать книгу, рассказать о своих переживаниях и о людях, которые умеют любить и защищать, несмотря ни на что. Его серия «Хранители» стала символом веры и надежды, а история о вороньях, котенке и мудрой женщине – частью городской легенды, которая вдохновляла тысячи людей на добрые дела и веру в чудо.